Всем привет! Вы на канале Catfish Studio, и вы смотрите четвертую серию рубрики «Путь новичка» в CarX Drift Racing 2. В прошлой серии мы закончили тем, что нам нужно протестировать наш Nissan SX в парных заездах в том виде, который он сейчас имеет, а именно это стандартный мотор и широкий обвес плюс покрышки слики. Да, кстати, выражаю благодарность вот этому человеку и вам за то, что вы залайкали его комментарий. Да, еще раз спасибо, бро, чмок в пупок тебе. Давайте о планах на серию. Понять, стоит ли менять наш SX на что-то другое, определиться с минусами и плюсами нашего автомобиля и вынести уже окончательный вердикт нашей тачки. Ну чё, мы разобрались, что такое XDS парный дрифт и дуэли, поэтому оставлял я свой тег игровой, чтобы вы мне накидали заездиков. Когда, конечно, я сюда зашел, я просто охуел. Спасибо огромное, ребят. Если честно, я думал, вы продинамите и тут не будет заездов, но вы все-таки решили поучаствовать. И да, еще раз спасибо всем тем, кто оставил свой заезд. А вот перед тем, кто не смог этого сделать, так как тут все было переполнено, спешу извиниться. Мы же все-таки без премиум аккаунта качаемся, да, у нас дуэли в ограниченном количестве. Так, ну давайте приступать. Да давай начинай уже! Лидером заезд я вам показывать не буду, потому что нам надо именно понять то, как едет наш SX с преследователем. Будем мы догонять наших оппонентов или нет на стандартном моторе. Конфиг a-tron, и первый наш оппонент едет на Nissan Silvia S14. Огромный респект и уважение я на старте уже отдаю за шикану, потому что наша машина слабее. На постановке я сам обсираюсь и делаю ее просто в сейве, то есть на неблизком расстоянии. Но как мы видим, наш SX достаточно неплохо гонит за S14, и я без затруднений могу приблизиться к сопернику. Угол держит приемлемый, конечно не огромный, но все же. Достаточно неплохо наш SX едет за S14 на конфиге a-tron. Ну, исходя из того, что уводил китайские ботинки Abibas, исходя из увиденного, можно сделать вывод. SX на конфиге a-tron едет достаточно неплохо, успевает, так как a-tron не особо скоростной, поэтому наша машина подходит вполне на стандартном моторе для a-tron. И здесь вы можете нагибать. Единственное, на постановке на более мощных машинах будет попроще, а так, если вы киберкотлета, то вы все сможете. Следующий у нас N-Ring 1, такая уже более скоростная карта. Соперник у нас то ли на 350Z, то ли на 370Z, я не понял, потому что я дебил. На постановке и первой перекладке чисто я зафейлил идеальный заезд своими руками. А вот дальше, когда мы подъехали к этой длинной дуге, тут уже нашему SX становится немного туговато из-за нехватки мощей. Достаточно сложно ему держать большой угол и не уходить сильно вовнутрь по траектории. Поэтому приходится всегда работать газом и корректировать машину. Но зато эта нехватка мощей дает нам хороший зацеп на перекладках, и мы можем делать их пушечными и резкими. N-Ring 1 не особо подходящий конфиг для нашей машины в стоковом варианте, потому что здесь есть после постановки скоростная зона, где нужно показывать угол, и после перекладки длинная дуга, где наш SX не вывозит большой угол и скорость одновременно, хотя тоже недорогой, но 2 в 1 даже не тянет, а вот кофе-то вывозит, да. Теперь Springstone 3. Когда я кидал вам свой тег, я боялся именно этого конфига. Да ты чё? Но вы в принципе все сейчас сами увидите. Уже на разгоне любой соперник скажет вам пока. А что касается постановки, то тут как бы, ну вот. Большое расстояние и недостаток скорости говорят о себе. Приходится постоянно уменьшать угол для того, чтобы успевать за своим оппонентом, за что вам будут снижать баллы. Чуть длиннее дуга и малейшая ошибка, все, вы уменьшаете свой угол, чуть ли не распрямляетесь, чтобы просто подъехать к лидеру. Springstone 3 это просто конечная остановка для нашего SX. Именно на таких вот скоростных конфигах ему вообще плохо и не по себе. На них вы не сможете показать, скорее всего, качественный, красивый и высокобальный парный дрифт, просто потому что вам не хватит мощей и вы не сможете догнать соперника. Паркинг 4. Соперник едет у нас на таком же автомобиле, только хз какой мотор. На этом конфиге наш SX, наверное, чувствует себя комфортнее и лучше всех. Здесь только постановка более-менее быстрая, но и на ней можно приноровиться нормально ехать. Далее очень короткие дуги и в основном перекладки. В общем говоря, несмотря на то, как ужасно я проехал, SX чувствует себя отлично на паркинге 4, и прям вот этот конфиг для
него. Да. Пизда. Питер первый. Соперник у нас на GT86. Мотор у него тоже стандартный. Мне владелец сам писал. И вот как раз таки по этой причине наш SX может составить неплохую конкуренцию на этом конфиге. Самое сложное здесь это постановка и удержание после нее большого угла, так как наш SX маломощный и его постоянно тянет вовнутрь по траектории. Еще неудобства возникают на перекладках, потому что здесь они должны делаться сразу в базу и в хороший угол. Но наш SX, да, наш SX это просто наш SX, который пока слабоват для этого. На бублике, естественно, никаких проблем у нас не возникает, только если чутка придется ехать в Т-стиле. В заключение давайте уничтожим нашего братца и опять пустим его на Springstone 3. Поедем мы против такого же SX. Постановка и да, тут я маленько поближе смог, но говорю, не хватает стоковому движку тех мощей, чтобы ехать намного шире и подбираться к двери соперника. Чуть траекторию у нас пошире и побольше угол, все, наш Ниссанчик начинает плакать и рыдать. Длинные дуги он вообще не переносит, его постоянно ведет вовнутрь из-за нехватки мощи, поэтому надо клацать тормоз, но из-за этого мы теряем расстояние между нами и соперником. Да, Springstone 3 для сток-мотора ад. Короче говоря, прокатились мы такие заезды и давайте делать выводы по конфигам и по нашему автомобилю на стандартном моторе. SX из Tier 2 отлично подходит для нескоростных конфигов. На нем можно хорошо ездить, если вы киберкотлета. Без мотора вам придется постоянно регулировать коробку передач. Вы будете вынуждены двигать придаточные числа под каждую трассу из-за нехватки мощей. Теперь давайте сделаем вывод по конфигам, на которых мы можем показать, как мы круто ездим, а на которых нам лучше не показывать. Паркинг. На конфигах под номером 3, 4, 5 мы сможем показать хороший результат. Атрон. Сможем с усилиями показать хороший и даже отличный результат. Питер. Конфиги под номером 1, 2 и 3 вообще нам не подходят. Там мы будем только лишь страдать. N-Ring. Оба конфига заставят нас сильно плакать и громко рыдать. Springstone 1, 2, 3 нам тоже не подходят. Red Rock 1 и 2 в мусорку, а вот конфиг под номером 3 на Red Rock'е может нам пригодиться, чтобы показать всю нашу скиллуху. На Airfield мы тоже не сможем из-за нехватки мощи. Mandela Park и Kami Road нам идеально подходят. Kami Road 2, Сан Полезо все конфиги, West Coast Arena и Stouch и La Block заставят наш SX страдать и плакать, поэтому не советую на них даже суваться. Примерно вот такие выводы у нас получились по нашей машине, и вердикт таков: на машине Phoenix NX из Tier 2 можно на некоторых конфигах со стандартным мотором участвовать даже в турнирах. Да, но чтобы показать результат еще лучше, нам понадобится автомобиль помощнее, который и сможем заполучить в следующей серии абсолютно бесплатно. Если вам понравился ролик, ставьте лайкос, пишите свой комментарий, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик уведомлений, чтобы ничего не пропускать. Советую зайти в группу ВК, потому что там все выходит пораньше и все новости от меня. Люблю, целую всех, до новых встреч, братва. Пока-пока.